Сразу после финала Диана уехала на конкурс «Детская новая волна-2018», где постоянно пропадает на репетициях. Но специально для Стархита Диана выкроила время и дала свое первое интервью. Диана, поздравляем с победой. И, конечно, хочется спросить про твои первые эмоции. Что ты почувствовала, когда услышала свою фамилию? Сложно описать словами всю гамму эмоций и передать те чувства, которые меня накрыли. Восторг и радость. Сейчас уже даже плохо помню, что там происходило. Особенно, когда Игорь Яковлевич сказал, что в честь победы дарит мне квартиру в Москве и обеспечит обучение. На секунду подумала, я сплю. Надо срочно себя ущипнуть, чтобы проснуться. Вообще, столько призов и подарков обрушилось. Это дико приятно. Я счастлива, что приняла участие в проекте. Расскажи о композиции, которую исполняла. Мне должен был аккомпанировать Игорь Крутой, поэтому решила выбрать его песню «Tomorrow is Alia» из репертуара Лары Фабиан. Композиция хоть и не сильно популярная, но безумно красивая и, я бы сказала, душераздирающая. Знаете, возникло чувство, что она сделана специально для меня. Правда, исполнять ее было не очень легко, там есть сложная нота, которую боялась не взять. Но все прошло великолепно, в целом сильно волновалась в ночь перед финалом. Зато, как выступлю, безусловно, волновалась, но до мандража не доходило. Ну, такое состояние считается нормальным для любого человека. Если подобное отсутствует, то ты просто робот. Больше переживала, когда в голове проносились мысли о том, что придется расстаться с людьми, которые появились в моей жизни за время проекта. Вот тогда начинало немного потрясать, что для тебя было самым сложным на проекте. Все самое сложное было в начале, когда только пришла. Думала, какими же будут дети, которые живут в детских домах, как будем ладить, найдем ли общий язык. Бывают же разные. Но при первой встрече выяснилось, они точно такие же, как я, ничем не отличаются. Вопросы отпали. В итоге все получилось отлично. Открыла ли ты в себе какие-то новые качества, о которых раньше не подозревала? Да, даже не подозревала, что могу быть настолько открытой и общительной. Еще стала гораздо усидчивее. Все-таки находясь 24 часа в сутки на огромной общей территории с изначально совершенно незнакомыми людьми, плавно перестраиваешься, перестаешь бояться, опасаться других. С творческими планами определилась. Они у меня совершенно обычные, как у всех артистов. Ездить на различные конкурсы, выступать на концертах. Мне нравится вся эта беготня. Нравится знакомиться с новыми людьми, получать новые эмоции,
которых раньше не испытывала. И, конечно же, буду продолжать учиться. Неужели совсем не устала от напряжения? Абсолютно нет. Во мне полно энергии. Силы у меня остались, даже восстанавливать ничего не надо. Обыкновенного сна вполне достаточно. Просто когда я пою, они сами откуда-то берутся. То есть тебя можно назвать моторчиком? Я поняла, что в жизни нужно к чему-то стремиться и искренне хотеть. Тогда время пролетает незаметно, ты получаешь удовольствие от своих действий, особенно, когда видишь результат. Например, после финала я уехала в Крым, в Артек, буду представлять Россию в международном конкурсе молодых исполнителей «Детская новая волна-2018». Всегда мечтала о такой возможности. И вот я здесь. Кстати, несмотря на удары судьбы, Диана осталась доброй и жизнерадостной. В 4 года она попала в детский дом. Девочка постоянно плакала, ничего не могла с собой поделать. По воле случая в тот момент, когда привели Диану, всех подопечных собирали на отдых в областной пансионат, где она и встретила своего опекуна. Мама работала там массажистом, делится со Стархитом ребенок. Когда я лежала у нее на столе, продолжая захлебываться слезами, зашла мамина родная дочка. «Почему она все время ревет?» – спросила Настя. «Давай возьмем ее себе, оформим бумаги и будем жить счастливо». Чем застала врасплох? Если откажешься, то я удочерю сама, когда вырасту. Тогда ей было всего 16. С документами возникли некоторые сложности, но мы выдержали все испытания. Итоги шоу Диана Анкудинова получила почти 49% зрительских голосов, заняв первое место. Второе досталось 16-летней Вере Ерошек, 9%, из Беларуси. Закрывает тройку финалистов 17-летний Роман Дружинин, 7%, из Красноярского края. Приз зрительских симпатий получила Зиновья Сверчкова, за которую на сайте НТВ проголосовало более 4 миллионов человек.